Ну, сейчас нужно поработать ластиком. Где нужно, сделаем блики. Где-то можно вообще высветлить небольшую площадь на коже. Потом, возможно, придется еще немножечко повысветлять несколько раз. С каждым разом все меньше и меньше. Просто потому, что мы будем еще немножечко тональность общую подчинять всему портрету. Ластик у нас вообще универсальный инструмент. Им можно по-разному работать. Если взять и заточить острый уголок, им можно делать какие-то даже тонкие-тонкие точки или линии, полосочки. А если его положить, скажем так, под 45 градусов и провести плашмя, то он высветлит более крупный участок и с плавными линиями. Казалось бы, может быть, не стоило вообще так сильно затемнять, чтобы потом не работать ластиком. Но тогда мы не сможем нарисовать блики. Блики должны быть на какой-то более темной поверхности, чем самое белое пятно, которое мы можем высветлить ластиком. Ну, в общем, тональность у нас практически закончена. Сейчас можно уже более детально приступать к такому этапу, как прорисовка. Я повторюсь, она не последняя, потом еще будет так называемая контрольная прорисовочка. Вот, но это уже практически 90%, 95% выполненной работы. Все, что можно сделать кисточкой черного цвета, можно сразу пройтись. А то, что нужно сделать светлым, например, блики в глазах, ластиком это сделать невозможно. Возьмем просто белую краску. Белила титановую или белила цинковую, без разницы. Вот это единственное место, где я использую обычную круглую кисточку, так сказать, перьевую. А все остальные кисточки у меня плоские.
Ну вот глазки практически нарисованы. Повторюсь, пока мы не сделаем контрольную прорисовку, сказать, что они полностью готовы, еще будет слишком рано. Могу сказать, что они почти нарисованы. Сейчас я буду делать блики в глазах. Вот как раз тот момент, когда я возьму белую краску и поставлю точки. Бывает, когда вот эти точки, эти блики, они большие, и размер у нас портрета большой, соответственно, зрачок еще больше, чем на данном портрете. И у нас есть такая возможность просто не рисовать это место, не закрашивать. И зрачок уже заранее, уже в начале портрета имеет блик. Видите, сразу как оживают глаза. В процессе рисования у нас эти блики еще немножко запачкаются, затонируются, и нам придется делать еще не раз эти блики. Вот. Зачем я их делаю сейчас? Просто когда портрет начинает оживать, ты лучше видишь все в целом, как оно друг с дружкой смотрится. Поэтому уж совсем на потом их оставлять не стоит. Я делаю их сразу.
Вот наш портрет постепенно оживает, появился взгляд, появились эмоции. Обратите внимание, мы начали с пустого листа бумаги, а сейчас у нас практически живой человек смотрит на нас. Я хочу повториться, постарайтесь очень точно все копировать, как фотографию. Не задумывайтесь на этой стадии о том, что у нас детализация может отвлечь от целой картины. Потом мы проведем некоторые мероприятия, и все это будет подчинено целому. Никаких проблем. Главное не перетемнить, нужно оставить небольшой запас света. У нас не только весь ряд зубов имеет полукруглую форму, но и каждый зуб в отдельности тоже у нас небольшую полукруглость имеет. Вот этот момент тоже надо показать. Чтобы зубки были белыми, надо сначала их немножечко затемнить. Потому что мы тогда не сможем поработать ластиком и не сможем высветлить какие-то блики. Если что-то на данном этапе сейчас не смотрится как в целом, не переживайте, потом будет еще контрольная прорисовка, и мы все подчиним целому.
работа с лицом практически закончена. Сейчас я делаю подготовку к следующему этапу. То есть возле лица у нас есть граница, где волосы будут соприкасаться с лицом. И я сейчас поработаю кисточкой, пройду какие-то тонкие моменты, чтобы случайно потом не зайти на лицо другой кисточкой, которая побольше, когда буду рисовать волосы и прочее. То есть делаю кое-какую подготовку. Все, после этого можно уже будет приступать к следующему этапу. Следующий этап тоже будет делиться на несколько маленьких подэтапов. Сначала мы будем подчеркивать линии, которые у нас остались от карандашного рисунка. Потом, значит, возьмем кисточку побольше и будем также идти от темного к светлому. Потом будет уточнение более мелкими кисточками, меньше, меньше и меньше. Потом поработаем ластиком. И потом надо будет общую тональность посмотреть. Потом еще один этап, посмотреть, как у нас волосы получились относительно лица, как они друг с другом играют. То есть у всего портрета есть общая светотень. Где-то есть самые темные места, где-то самые светлые. Вот этот момент нужно соблюдать. Но это уже в следующем уроке.